Здравия вам и роду вашему! С вами я, Славолюб Алан Богач, духовный и телесный целитель, основатель школы исцеления жизни. Я сейчас не буду говорить о физических последствиях абортов. Да, это, конечно, тоже очень важно, ведь очень много женщин уже даже после первого аборта становятся бесплодными. Или возникают фибромиомы, воспаление яичников и даже онкология. Первое мое образование медицинское, и это знаю не понаслышке. И точно так же я знаю это не понаслышке, ибо работаю с женщинами уже более 30 лет, и бесплодие это одна из самых главных проблем, с которыми приходится разбираться, которые мне даются, наверное, потому что у меня 5 детей, силы этой много, и это подтверждение того, что могу с этим работать и обучаю практикам славянской традиции любви и отношений любомудрия. И открываю людям целительные потоки сил любви. Поэтому физические последствия абортов мы оставим на другое время. Сегодня поговорим о том, когда приходит душа к своим родителям и что происходит на духовном плане после аборта. Все люди рано или поздно задумываются над тем, что останется после их жизни. Задумываются и над тем, кто продолжит начатые дела, кто понесет эстафетную палочку вперед во времени. Это в самом деле важно, очень важно. Дети это те, кто продолжает наше дело, кто продолжает нас, в ком живем мы, и в чьи семьи мы сможем со временем снова прийти их детьми или внуками. Поэтому так важно после себя оставить достаточно сильных, здоровых и мудрых детей. Однако не все задумываются над этим сызмала. Не все думают об этом в юности, когда уже нужно контролировать свою родовую силу и свои желания. К сожалению, не учат этому ныне ни в школах, ни в вузах. Не учат любомудрию, науке любви, не рассказывают о том, как любиться и с кем любиться, что такое любовь и как руководить этой могущественной силой в жизни своей. Поэтому многие люди живут не в любви, не в счастье и не в радости, а в сексе и напряжении, растранжиривая свою родовую и жизненную силы, и часто падают в пропасть невежества и несправедливости, не ведая свет, падают во тьму. Разницы между телесной любовью и сексом, разницы направленности векторов жизненной силы в любви и сексе я подробно разбираю в одной из глав своей книги «Введение в любомудрие. Теория и практика любви». Знакомьтесь с этой книгой по ссылке. Занимаясь сексом необдуманно, как побочное следствие, многие зачинают детей. Бессознательно зовут к себе души воплотиться их детьми, а со временем, не ведая, что творят, отрекаются от этих душ, выбрасывают зачатых детей из своего лона, делают аборт. И те души, что уже пришли к родной матери, не могут уже самостоятельно возвратиться в мир иной. Они продолжают находиться рядом с матерью своей всю ее жизнь. Всю ее жизнь. Когда же приходит душа в этот мир? До сих пор живет фраза «под какой звездой ты рожден» и «под какой звездой ты порожден». Рожден это зачат, а порожден это уже процесс порождения, то есть выхода из лона матери. Душа приходит к своим родителям за 3 месяца до своего рождения, а иногда годами витает возле них, ожидая своего срока, и в момент зачатия она входит в лоно матери. Души абортированных неродившихся детей находятся рядом с матерью, питаясь ее жизненными силами, всю ее жизнь. Они всю жизнь истощают мать и становятся у нее причиной разнообразных болезней и жизненных неурядиц. Уйти не могут, силы нет, берут у матери.
Мать и отец ребенка, независимо от того, состоят в браке они или нет, живут вместе или встретились лишь раз, все равно находятся в постоянной энергетической связи. Поэтому вышеперечисленные отрицательные следствия аборта касаются также и мужчин. Даже если мужчина не подозревал о том, что зачатие состоялось, даже если не подозревал, и что состоялся аборт, тем более. Мужчина после аборта, вот когда она сделала этот необдуманный шаг, ощущает падение расположения духа, наплыв депрессивных состояний, падение деловой активности, волну финансовых и жизненных неудач, разлад и здоровья и потерю жизненных сил. А потом спрашивают, откуда неудачи. Многие говорят наслано, не подозревая, что сами неосознанно это сотворили. Неудачу к себе приворожили. И этот процесс длится все время, пока душа неродившегося ребенка продолжает находиться здесь, в яве. Ведическая традиция наших славных и мудрых предков имеет ответы на все возможные вопросы. Имеет она ответы на то, как решить такую сложную ситуацию, которая возникает после аборта. Жальница. Это один из мощных обрядов прадавней ведической славянской традиции, который дошел до наших дней благодаря живой передаче из уст в уста волхвовских знаний в ведающих родах славян. Что нужно для обряда? Понимание, раскаяние, желание изменить ситуацию, исцелить ее и молоко, испеченный своими руками недрожжевой хлеб круглой и ровной формы, мед, мак, старая одежа, новая обрядовая одежа, восковые свечи, конфеты, на каждую загубленную душу одну новую игрушку, веночек из цветов трав и букетик из цветочков трав и вложение своей личной жизненной силы, которая выражается в финансовом пожертвовании, эквивалентном 40 дням работы на строении храма. Во время жальницы души неродившихся детей провожаются в мир иной. Снимается кривда с душ отца и матери. Это один из самых сложных и трудных обрядов ведической традиции. Проходя этот обряд, люди берут на себя обет защищать жизнь детей, поддерживать тех, кто сомневается в рождении, оказывать содействие многодетности наших родов. Переживания, которые человек получает во время обряда, невозможно описать. Люди реально ощущают и видят неродившиеся души, отпускают их в мир иной, ощущая облегчение в своей душе и душах неродившихся их детей. На днях вот проводил жальницу, и под конец обряда ниоткуда вдруг появилась белоснежная голубка. Я в жизни не видел такой белизны. Она покружила над людьми, люди пожелали ей легкой дороги, после чего она исчезла. Каждая ситуация, какой бы она трудной ни казалась нам, имеет один самый простой и самый разумный выход. Однако временами надо иметь незаурядную силу воли, чтобы сделать этот простой выбор. Этот простой выбор ощущается каждым из нас, подсказывается нам высшими силами, нашим внутренним голосом, который зовем совестью. Надо слушать этот голос и делать, как он говорит. А после этого садиться и разбираться в своей душе, почему сложилось именно так и именно в моей жизни. Однако это уже тема следующего разговора – ладование души. А сейчас переходите по ссылке и знакомьтесь с моей книгой «Введение в любомудрие. Теория и практика любви». И помните, все, что происходит в наслаждении, все происходит правильно. Если что-то не приносит нам наслаждения, значит, нужно узнать, что происходит не так, и это изменить. Ведь все в нашей жизни должно быть в наслаждении. И тот, кто хоть раз видел кусочки
абортированного ребенка. Слов не нужно больше. Для того, чтобы быть в курсе этих материалов, которых нет в соцсетях и ютубе, ибо многое блокируется и удаляется, переходите по ссылке в описании или здесь и присоединяйтесь к нашему закрытому телеграм-каналу «Школа исцеления жизни». Исцеление силами любви. Милости прошу к нашему шалашу. Живите в наслаждении. Знакомьтесь с моей книгой и увеличивайте при помощи практик любомудрия наслаждение в вашей жизни.